Здравствуйте, товарищи. Зовут меня Артемий Троицкий. Вы смотрите 11-й выпуск. Не называю его серией, поскольку у нас будут сегодня ответы на вопросы. 11-й выпуск видеоэпопеи «Популярная советология». Вопросов, как я уже говорил, приходит очень много. Как-то эта тема затронула какие-то нервные окончания у вас, уважаемые зрители, и вопросы пошли просто бурным потоком, за что я вам очень и очень благодарен. Также очень благодарен и не только за вопросы, но и за высказывания, которые многие тоже присылают с оценками, со своими собственными воспоминаниями. Это все очень здорово, мне очень нравится это все читать. Еще раз спасибо, извините, если не на все вопросы отвечаю. Просто некоторые вопросы или слишком сложны для меня, или представляются мне, скажем так, слишком локальными, да? Там, если вы спрашиваете о каком-то конкретном малоизвестном человеке, и так далее. Так что уж извините. Извините, но большую часть вопросов я в любом случае и зачитываю, и отвечаю, в чем вы прямо сейчас и убедитесь. Итак, вопрос. Как жили журналисты в Советском Союзе? Сначала я подумал, что, может быть, я сделаю целый эпизод, целую серию на эту тему, потом подумал, что нет, что вряд ли не заслуживают советские журналисты того, чтобы делать о них целую серию. Так что расскажу сейчас. Тем более, что, в общем-то, я сам был журналистом, притом, кстати говоря, известным журналистом. Известным я был не потому, что был очень хорошим, а потому, что я единственный писал про всякие модные темы типа рок-н-ролла, диско и так далее. Поэтому статьи мои молодые люди, музыкально ориентированные, всячески ждали, выискивали, вырезали из журналов в библиотеках и так далее. При этом я никогда даже не пытался вступить в союз журналистов. Не то, что я там не состоял, я даже туда заявление не подавал, потому что мне это нафиг было не нужно. Союз журналистов, в нем стояли почти все, за исключением меня, советские журналисты. Он давал, естественно, некоторые привилегии, у них были многочисленные свои дома отдыха, какие-то льготы, какие-то там еще штучки, я даже, честно говоря, не знаю что. Но журналистов в СССР, естественно, специально прикармливали, поскольку они работали на государство, поскольку они были одним из сегментов государственной пропаганды, то, в общем-то, обладали, несомненно, журналисты в СССР определенными привилегиями. Кроме того, эта профессия была невероятно романтизирована. То есть вспомните фильм Бондарчука, по-моему, «Журналист» двухсерийный, или там всякие песни типа «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете» или как-то так. Журналисты — это была такая некая привилегированная каста, я бы даже сказал, в СССР, но я сознательно в эту кассу, да, хорошая оговорка, кассу или касту, не влезал. Хотя печатался в самых крупных органах, и в «Комсомольской правде», и в «Московском комсомольце», и в еженедельнике «Новое время», но это не говоря уже обо всяких специализированных изданиях, типа «Музыкальная жизнь», «Ровесник», «Клуб и художественная самодеятельность» и так далее. Были внутри этой касты, уже были свои касты суперпривилегированные, это, естественно, были журналисты-международники. Они, естественно, все тесно сотрудничали с КГБ, со всякими прочими такими хитрыми организациями, иначе не были бы они международниками и не катались бы по Америке, Европе и прочим заповедным странам. Что я еще могу сказать про жизнь советских журналистов? Пили они очень много, то есть, по-видимому, у журналистов совесть была не очень чиста, у многих из них, во всяком случае. В общем, такого количества пьющих людей, как среди журналистов советских, я не встречал почти нигде. Собственно,
отчасти из-за этого большинство моих знакомых советских журналистов уже отошло в мир иной. Были ли среди них хорошие журналисты? Да, несомненно, были. Были журналисты, которые хорошо писали и которые прославились не только благодаря, значит, тому, что светились на телеэкранах, но и благодаря своему такому действительно талантливому перу. Фамилии сейчас называть не буду, потому что их надо вспоминать, а на это уходит время. Про жизнь в Лондоне рассказывать не буду. Спрашивайте меня, пожалуйста, только по теме. Всякая заграничная жизнь – это тема совсем другая, не советская. Вот эта тема советская. Расскажите про стукачей, про их жизнь, про их практику и так далее. Это у нас будет обязательно специальная серия попсовета про доносы, стукачество, стукачей, их разновидности и так далее. Расскажите про очереди. Ну да, очереди были повсюду. И за билетами, и за дефицитным всяким товаром, там типа книги, пластинки и так далее. Вот, но в основном, значит, очереди, с которыми я лично сталкивался регулярно, это очереди в продуктовые магазины. То есть там вообще была дурацкая довольно система. Там надо было выбить сначала в кассе несколько чеков. Первая очередь была в кассу, а потом уже становиться в мясной отдел, в молочный отдел и так далее. И выстаивать еще там очередь, здесь очередь и так далее. В общем, каждый поход в магазин, или там почти каждый, в зависимости от времени, превращался для меня в подростковом возрасте вообще в такое часовое приключение. В более взрослом возрасте я в магазины продуктовые уже не ходил, именно потому что ненавидел эти самые очереди. Ну, плюс люди там еще стояли в очередях черти куда, в каких-то ночных очередях, писали номер очереди на руке, какие-то там жетончики раздавали и так далее. Это был просто караул. Я в этом никак не участвовал, потому что я считаю, что очередь – это унизительно вообще. Большим специалистом по очередям я не был. Но я могу точно сказать, что если не многим, то, по крайней мере, некоторым людям эти очереди нравились. То есть они стояли в этих очередях, заводили там знакомства, разговаривали по душам и так далее. И, в общем-то, как бы они превратили эти очереди тоже в такое средство, я не знаю, не развлечения, но досуга, скажем так. Это была такая, в общем-то, нормальная советская практика. Распределение после вуза. Да, существовала такая штука в СССР. Распределение после окончания института или университета. Я тоже был распределен в Центральное статистическое управление в Москве на улице Кирова. Это где снимали фильм «Служебный роман», знаменитое издание Ле Корбюзье. Я по распределению не пошел, я не хотел работать. Вот. Ну и, соответственно, значит, проигнорировал распределение, но это был очень редкий, почти уникальный случай. Обычно все шли работать по распределению, но и так вот потихонечку жизнь не выстраивалась по таким накатанным рельсам. Была возможность так называемого свободного распределения, но она существовала далеко не везде, об этом надо было специально договариваться у себя в учебном заведении, в деканате. Вот. Обычно свободное распределение брали те, кто заранее договаривался с кем-то, что его туда возьмут на работу, там, скажем, какие-нибудь там блатные синекурные места там, и так далее. Они получали свободное распределение, но это бывало довольно редко. Ну и, как я уже сказал, совсем редко бывало так, что люди вообще после окончания вуза исчезали, как это сделал я. Про алкоголь в СССР, ну, естественно, это у нас будет отдельная тема, обязательно поговорим про алкоголь, да, и про цены, и про ассортимент, про все. Как повели бы вы себя сегодня, если бы вам было 20 лет? Ну, опять же, вопрос не совсем по теме, тем не менее, вопрос важный, как вы понимаете. Могу сказать, что, конечно же, у всех людей разные обстоятельства. Обстоятельства и по семейным делам, и по здоровью, и материальное, и профессиональное, и прочее, прочее. Поэтому никаких тут, я считаю, универсальных правил быть не может. Если я был бы я, со своими интересами, своими
замашками и так далее, сейчас в 20 лет, то я бы, конечно, уехал из Российской Федерации. Не стал бы я тут оставаться ни в коем случае, просто потому что не хочется жить в тоталитарном государстве. Свобода важнее. Какой была молодежная тусовка 70-х годов, где люди проводили время и так далее? Ну, расскажу я об этом. Вот. Не могу сказать, что мест проведения молодежного досуга было много и были они разнообразные, вот, но они довольно сильно отличались от того, что происходит в настоящее время. Вот, так что это довольно любопытно, можно будет сравнить. Это у нас будет отдельная серия. СССР была страна разная или монолитная, спрашивает один из зрителей, вот, и говорит, скажем, что вот у них вот в школе практиковалось так, что каждый учебный день начинался с исполнения советского гимна, и все вставали. Ну вот я честно говорю, я учился в 4 советских школах, ни в одной из этих школ такой практики, к счастью, к великому счастью, не было. И это, конечно, говорит лишний раз о том, что СССР, в общем-то, была страна разнообразная, отнюдь не такая монолитная, как принято думать. И этому имеется масса примеров, в том числе из моей жизни. Ну, условно говоря, с 83 по середину 85 года я был под полным запретом в Москве, Ленинграде и вообще России. Полный запрет, я не мог печататься ни под своей фамилией, ни под псевдонимами. В общем, у меня были там всевозможные проблемы, преследования и прочее, прочее. В это же самое время, в эти же годы, с 83 по 86 год в городе Риге, столице Советской Латвии, на Латвийском государственном советском телевидении я был ведущим телевизионной программы «Видеоритмы». Вот так вот. Вот и удивляетесь. Такой странный вопрос, связанный с моей лекцией о школьном воспитании. Почему вот в советских школах воспитывают такую нетерпимость к неправильному произношению, что кофе обязательно он, а не оно, вот, звонит, а не звонит, или, в общем, вы себе представляете. Я так подумал, прикинул, по-моему, вообще это существует в разных странах, отнюдь не только в России и в Советском Союзе. Это есть везде, скажем, в англоязычных странах существует даже такое понятие, как grammar Nazi, грамматический нацист. Это вот такие вот люди, знатоки родного английского языка, которые всем указывают, что вот это вот правильно, а это неправильно. Вот, так что я не думаю, что это какая-то такая специальная тяжелая советская болезнь. И, в общем-то, даже, пожалуй, что ничего страшного в этом не вижу, потому что говорить грамотно – это всегда хорошо, а говорить неграмотно – это всегда немного смешно. Кто контролировал черный рынок? Сложный вопрос. Я думаю, что были, конечно, такие сегменты черного рынка, которые касались, скажем, оптовых товаров, которые касались контрабанды, такой, опять же, оптовой, которые касались продукции подпольных цехов. Вот они, возможно, контролировались криминалом, мафией. Та часть черного рынка, к которой я имел отношение, вот, а именно, ну, то есть это в первую очередь музыка. Музыка, пластинки, музыкальные инструменты, музыкальная аппаратура и так далее. Тут никто ничего не контролировал. То есть это была полностью горизонтальная организация. Никакой вертикали, никакого контроля сверху, там каких-то этих кукловодов и так далее. Ничего такого не было. То есть все общались друг с другом на равных, покупали, продавали, обменивали и так далее. Пионерлагеря. Пионерлагеря, да, в общем-то, ездили дети летом в пионерские лагеря. Я ездил в советский, собственно, пионерский лагерь единственный раз, лагерь ЦК КПСС под Пушкино, под Москвой.
Мне там дико не понравилась кормежка, не понравилась дисциплина, не понравилось то, что каждое утро линейка там вот с флагом, гимном и так далее. Я поэтому умолил своих родителей больше меня не посылать в советские пионерлагеря. А в Праге, где я там тогда учился вплоть до 6 класса, там тоже были пионерлагеря, и туда я ездил, но там было все совсем по-другому. Вот это были, фактически такие чешские, такие скаутские лагеря, очень и очень веселые, либеральные, и вспоминаю я о них с огромным удовольствием. То есть там и первые поцелуи имели место, и все такое. О чем я мечтал в 10 лет, и что из этого сбылось? Я ни о чем не мечтал. Нет, не в 10, в 20. Ни в 20 лет, ни в 30, ни в 40 никогда я ни о чем не мечтал. Всегда жил одним днем, одним моментом. А вот просто старался, чтобы мне и окружающим было весело и интересно. А так у меня не было никогда никаких амбиций. Не хотел я быть ни космонавтом, ни миллионером, ни звездой какой-то. В общем-то, жил так, как получалось. И, в общем-то, судя по всему, получилось не совсем плохо. По поводу всяких глобальных мечтаний о судьбах планеты, страны и так далее, тоже, в общем-то, как-то, не мечтательный я человек, извините, пожалуйста. Я не считаю это своим достоинством. Наверное, это скорее недостаток. Ощущаю ли свою вину в развале СССР? Могу ответить на этот вопрос очень коротко, что вины я точно не ощущаю, потому что, собственно, я не считаю развал СССР, в отличие от Путина, скажем, великой геополитической катастрофой. Хорошо, что СССР развалился, ничего страшного я в этом не нахожу, тем более вины своей не вижу. Приложил ли я к этому руку? Если и приложил, то не очень основательно. Сам издат и магнит издат, естественно, об этом у нас пойдет разговор, будут специальные серии на эту очень близкую мне тему. Были ли в СССР гопники? Странный вопрос. На этот вопрос отвечает Майк Науменко в своей знаменитой песне «Гопники». Песня была написана в 1982-1983 году, вышла на альбоме, по-моему, «Белая полоса» Майка из зоопарка в 1984 году. Так что гопники были уже тогда. И он там как раз поет. Это такая целая энциклопедия гопничества. Он там поет. Их называют шпана, их называют хамы, их называют как-то там еще. Но имя им гопники, имя им миллион. Были гопники в Советском Союзе и в не меньших количествах, я думаю, чем в современной России. Конфликты поколений в СССР, старики против молодежи. Тоже важная тема. Кстати, вы мне ее подсказали. У меня изначально этого в списке серий популярной советологии не было, но это очень важно и очень хорошо. Спасибо большое. Будет такой сюжет. Доброе влияние советского кино на зрителей. Да, я говорил о том, что одна из причин того, почему имеется такое достаточно розовощекое представление о Советском Союзе, у нынешней молодежи особенно, это из-за того, что они знают Советский Союз по этим фильмам, по прекрасным каким-то веселым советским комедиям, того же Гайдая с тем же Шуриком или фильмом типа «Белое солнце пустыни» с товарищем Суховым, который тут тоже в вопросе упоминается. И, соответственно, вопрос, а влияли ли действительно эти фильмы на советских людей? Не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Я думаю, что до некоторой степени влияли, но вряд ли очень сильно. Я думаю, что люди приходили в кино, смотрели на этих милых, положительных, смешных и наивных героев, смеялись от души, радовались, потом выходили из кинотеатра, окунались в эту довольно-таки беспросветную советскую жизнь и продолжали жить как прежде. Я так думаю, хотя не исключено, что на каких-то отдельных личностей эти фильмы как-то и повлияли. В каком году появились джинсы? В Америке джинсы появились, как вы знаете, наверное, еще в XIX веке. В СССР они появились в 50-е годы, уж точно, что появились
на фестивале молодежи и студентов 1957 года. И тогда же ими занялись форцовщики. В частности, известный Ян Рокотов, расстрелянный за форцовку и валютные операции летом 1961 года, он торговал не только валютой, золотом и драгоценностями, но он торговал и джинсами, в том числе вообще был большим фанатом джинсов. С конца 50-х годов джинсы вошли в культовый обиход советской молодежи, да и не только молодежи. Как удалось вам не подсесть на советскую пропаганду? Ну, я не знаю, для меня это как-то было очень нормально и естественно. Я бы скорее удивился бы тому, если бы я подсел на эту пропаганду. Нет, как-то я, наверное, просто... отчасти, конечно, влияние каких-то умных людей вокруг, в первую очередь родителей. Отчасти то, что у меня у самого, судя по всему, такой достаточно критичный склад ума. Так что нет, никогда категорически. То есть я не могу припомнить ни одного случая, когда я повелся бы на какие-то советские или там нынешние путинские, российские пропагандистские трюки. Никогда этого не было, и это, в общем, совершенно действительно в моей природе, скажем так. Последний вопрос. Просто рассказать о финансовой стороне форцовки, торговле пластинками и так далее. Как я уже сказал, о форцовке, черном рынке и прочей подпольной советской жизни у нас будет сказано много в предстоящих сериях популярной советологии. Так что смотрите, пожалуйста, на здоровье. Надеюсь, что узнаете кое-что интересного из моих рассказов. Зовут меня Артемий Троицкий. Счастливо и до очень скорой встречи.